Здравствуйте, мои дорогие зрительницы и подписчицы канала. Меня зовут Елена Ермина, и вы на моем канале. Ранее мой канал назывался «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещений. Я думаю, на моем канале вам будет интересно. Я вам уже ранее показывала, что я приобрела для своих проектов пряжу для вязания крючком и спицами в интернет-магазине Пасма и воспользовалась скидочкой. Вот такая у меня чудесная покупка недавно произошла. Ссылочку на видео по распаковке и обзор моего заказа вы можете посмотреть в всплывающей подсказке и также в описании под этим видео. Проходите, смотрите. Я думаю, мой выбор пряжи вас тоже заинтересует. Буквально вчера, вдохновляясь творческими идеями, на просторах интернета я нашла замечательную модель платья и хочу с вами этой идеей поделиться. Также порекомендовать вам для вязания пряжу и поделиться схемами вязания, выкройкой и показать, как смотрится узор, если связать его вот из определенного вида пряжи. Заинтересовала меня модель платья, которую вы видите сейчас на фото. Оно прекрасно смотрится и прекрасно подойдет для жаркого лета. И его можно связать крючком из пряжи, например, Alize Diva Ombre Batik, ссылки эффект, торговая марка Alize. Состав пряжи 100% микрофибра, акрил. Хочу вам показать. Производитель рекомендует крючок 1-3. И вот на картинке показано, какие замечательные работы можно связать из пряжи Alize Diva Ombre Batik. Метраж у пряжи 875 метров в 250 граммах. Цвет пряжи 73-71. В упаковочке 2 мотка. Вес упаковки 500 грамм. И также для вязания данной модели платья я со своей стороны рекомендую вам пряжу Alize Bella Ombre Batik. Это 100% хлопок, торговая марка Alize, страна производства Турция. Здесь вот тоже показано наглядно, каким образом смотрится готовая вещь, связанная из пряжи Ombre Batik Bella. Цвет пряжи 7409, такой вот нежно-голубой. Метраж 250 грамм, 900 метров. В упаковке тоже 2 мотка, вес упаковки 500 грамм. Я эту пряжу покупала в интернет-магазине Пасма. И также хочу с вами поделиться своим промокодом на скидку 5%. Действие и срок промокода не ограничен. Доставка пряжи по России и ближнему зарубежью, транспортным компаниям, также Почта России. Крючок производитель рекомендует 1-3. Вот такая вот замечательная пряжа у меня теперь есть. Я стала обладательницей. Я давно ее мечтала уже купить и что-нибудь себе связать. Красивое и эффектное. Вот если, допустим, я бы выбирала для вязания платья пряжу Bella Ombre Batik, либо Diva Ombre Batik, то, конечно же, я бы выбрала пряжу Diva Ombre Batik от Alize, так как вот эта пряжа, она идеально подойдет для вязания данного модели платья. Оно будет у вас очень потрясающе смотреться. Здесь вот смотрите, какой эффект как бы под шелк, искусственный шелк. Полотно будет у вас струиться и приятно смотреться и лежать по фигуре. Очень много вещей, связанных из пряжи Alize Diva Ombre Batik и просто Alize Diva. Я вязала платья, кофточки и юбки. И она прекрасно вяжется крючком. И смотрится эта пряжа прекрасно в ажурных узорах. И давайте сейчас поговорим и рассмотрим, каким образом связано платье.
Значит, из этой пряжи вот, производитель рекомендует белый тон оставлять на уровне горловины груди, а более темный тон, он должен, вот этот цвет ложиться и идти по подолу. Значит, начинаете вязать. Здесь получается, на платье надо будет упаковочку, может быть даже 3 моточка. Здесь платье будет отрезное и использовано для вязания 2 техники. Лиф платья связан спицами, просто простой лицевой гладью, а подол платья, юбка, связана красивым ажурным узором. Сейчас я вам покажу, каким образом узор этот связать и каким образом можно сделать расширение, если вам будет их недостаточно. Данную модель платья можно также дополнить рукавом. Рукав может быть связан либо крючком, либо тоже спицами. И также узор лифа платья можно изменить. Здесь лиф платья связан просто лицевой гладью. Все очень просто. И потом, после того, как вы свяжете лиф в виде топа, вы присоединяете уже нить и продолжаете вязать крючком юбку. Каким образом связать узор на юбке, я сейчас вам все подробно покажу и расскажу, каким образом выполнить прибавки в случае, если вам будет недостаточно расширения. И в платье топ можно связать регланом сверху, кто умеет вязать реглан сверху спицами, а можно начать вязание снизу, как обычно вяжут такие изделия, топики. И если, допустим, вы хотите связать все платье крючком, то можно подобрать какой-нибудь узор для крючка, либо связать столбиками с одним накидом. Просто вот полотно, но это получится как бы очень плотненький узор. Все-таки можно немного подобрать узор с легким эффектом ажурности для лифа платья. А сейчас я вам буду показывать мастер-класс, обучающий видеоурок, каким образом связать подол платья, подол вот этой юбки. Я вот эту схему, по которой я сейчас буду вязать, прикреплю вам в окошечко. Вы будете смотреть на схему и следить за моей техникой вязания. Также в эту схему можете посмотреть в конце видео. И также можно распечатать схему и выкройку на моем втором канале Яндекс.Дзен. Ссылка на канал указана в шапке канала на YouTube. Для вязания образца нам необходимо с вами набрать 21 воздушную петельку. Раппорт узора составляет 10 петель. Мы с вами будем вязать вот по схеме, начиная со второго ряда. Первый ряд он связан столбиками без накида. Как вязать столбики без накида, вы, наверное, уже все знаете и умеете. Вот эту часть мы не будем вязать, так как будете вязать вот этот ряд первый, в том случае, если вы будете вязать платье. А для того, чтобы нам посмотреть, как смотрится узор, мы приступим к вязанию, начиная со второго ряда. Будем вязать со 2 по 4 ряд, так как раппорт узора в высоту состоит всего лишь из 2 рядов. Из 3 и 4. После того, как мы довязываем с вами, здесь у нас по счету, смотрите, если считать по схеме, то это будет 1, 2, 3, 4. То мы начинаем, повторяем вязание. Вот с этого ряда, здесь получается с 3 по 4 ряд, мы каждый раз вот этот раппорт с 3 по 4 ряд повторяем, пока не довяжем до нужной нам длины изделия. Набираю цепочку из 21 воздушной петельки. Вязать узор я буду из пряжи Alize Diva Ombre Batik Silk Effect.
Это стопроцентная микрофибра акрил и номер цвета пряжи 7371. Крючок для вязания я выбрала номер 2. Clover Soft Touch, страна производства Япония. Я набрала цепочку из 21 воздушной петельки и приступаем к вязанию первого ряда. На схеме это второй ряд узора. Вот этот ряд мы сейчас будем вязать. Схема читается слева направо. Вот этот ряд из столбиков без накида я пропускаю. Здесь по схеме указаны столбики с 2 накидами. Если вы хотите поменять степень ажурности, то вы можете вязать столбики с 1 накидом, с 2 и с 3. Я буду вязать как по схеме, и каждый ряд буду вязать столбиками с 2 накидами. Набираю еще дополнительную цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь в 6-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик с 2 накидами. В эту же 6-ю петельку провязываю 2-й столбик с 2 накидами. С учетом вот этих петелек подъема у нас с вами связано 3 столбика с 2 накидами. 2 накида на крючок, пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В основании 5-й петельки провязываем 1 столбик с 2 накидами. Три воздушных петельки. И в это же основание провязываем 2-й по счету столбик с 2 накидами. Это у нас получилась с вами галочка. Вот она. Элемент называется галочка. Галочка — это у нас начало первого раппорта. И продолжаем мы с вами вязать раппорт. 2 накида на крючок. Пропускаю 1, 2, 3, 4. В 5-ю петельку цепочки провязываю 2 столбика с 2 накидами. То есть первый вот столбик провязываю в эту же петельку, 2-й столбик с 2 накидами, 1 воздушная петелька, и в эту же петельку цепочки провязываю по счету 3-й и 4-й столбик с 2 накидами. Также вот количество накидов вы можете менять. Вот, видите, как смотрится узор из столбиков с 2 накидами. Все, связали мы с вами 1 раппорт и приступаем к вязанию 2-го раппорта. 2 накида на крючок, пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В основании 5-й петельки мы вяжем с вами галочку. А галочка — это у нас 1 столбик с 2 накидами. 1, 2, 3 воздушных петельки. И в это же основание петельки цепочки 5-й провязываем 2-й по счету столбик с 2 накидами. Давайте, и хочу я вам сразу же показать, что действительно количество петель в раппорте 10. Вот начинается у нас раппорт от этой галочки. Вот она. И заканчивается, когда мы провязываем следующую галочку. То есть вот эта петелька, это у нас окончание вот первого раппорта. И давайте посчитаем петельки. 1 петелька, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 петель. То есть от петельки, куда мы вязали галочку, до вот этой петельки, где мы с вами связали галочку, здесь, вот в этом промежутке, 10 петель. То есть раппорт у нас состоит из 10 петель. Сейчас я вам буду показывать, как вяжется узор прямыми и обратными рядами. И также покажу вам, каким образом связать, если вы будете вязать по кругу. Вот смотрите, мы сейчас с вами связали 2 раппорта. Так, у нас с вами связано 2 раппорта в ширину. И хочу я вам показать, каким образом продолжить вязание по кругу. Сразу же у нас будет мастер-класс вязания узора поворотными рядами и по кругу. Сейчас мы должны с вами соединить ряд, конец ряда с началом. Вот таким образом мы продолжим работу. 2 накида на крючок, пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки цепочки, в 5-ю петельку провязываю 1 столбик с 2 накидами. Теперь мы давайте посмотрим вот этот элемент. Здесь у нас вот этот элемент состоит из 4 столбиков с 2 накидами. Между вот этими 2-м и 3-м столбиком у нас 1 воздушная петелька. И здесь также у нас связано 2 столбика с 2 накидами и уже связана дополнительная 1 воздушная петелька. Вот мы сейчас и присоединимся к этому столбику. То есть у нас высота столбика здесь 4 воздушных петельки. Мы отсчитываем 1, 2, 3, 4. И вершину 4-й, в основании, вернее, 4-й петельки я провязываю 1 соединительный полустолбик без накида. Все. А вот здесь вот вы потом просто вот этот конец нити соедините с началом вязания. Вот, все, мы с вами закончили вязать раппорт и соединили вязание в круг, в кольцо, замкнули в кольцо. Далее продолжаем уже вязать 2-й ряд, либо 3-й по схеме. Начинаем читать ее, вот эту схему сначала. А я все-таки буду продолжать вязать узор прямыми и обратными рядами. И вот здесь вот у нас связан с вами 1 столбик с 2 накидами. Я продолжаю вязать, свяжу еще 1 столбик с 2 накидами, 1 воздушная петелька, и в эту же петельку провязываю 2-й столбик с 2 накидами. То есть не 2-й, а 3-й по счету столбик с 2 накидами. Всего у меня связано 1, 2, 3 столбика с 1 накидом, и с правой стороны тоже связано 1, 2, 3. То есть при вязании прямыми обратными рядами у нас начало ряда и окончание ряда должно быть связано одинаково. Давайте посмотрим схему вязания. Здесь у нас на схеме 3-й ряд, а мы с вами будем по счету вязать 2-й ряд. Схема читается здесь справа налево. 1, 2, 3, 4, 5 петелек подъема. Вяжем 2 столбика с 2 накидами. Далее мы вяжем веерочек, состоящий из 4 столбика с 2 накидами. Между 2-м и 3-м 1 воздушная петелька. Здесь вот видите, мы добавляем по 1 столбику. Здесь мы вяжем галочку. Галочка — это у нас 2 столбика с 2 накидами, между столбиками 3 воздушных петельки и так далее. Я вяжу 2-й ряд. На схеме этот ряд обозначен как 3-й ряд. Набираю цепочку 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Разворачиваю вязание на другую сторону. Это у меня изнаночная сторона узора. И провязываю в это основание петельки воздушной 2 столбика с 2 накидами.
всего с учетом вот этих петелек подъема у нас связано 3 столбика с 2 накидами. Переходим к вязанию следующего элемента. Вяжем веерочек. В арочку цепочки из 3 петелек провязываем 2 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петелька. И в эту же арочку цепочки из 3 петель провязываю еще 2 столбика с 2 накидами. По счету будет 3 и 4. Два накида на крючок. В арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем галочку. Галочка — это у нас 1 столбик с 2 накидами. 3 воздушных петельки. И в эту же вершину арочки из 1 петельки мы провязываем 2 по счету столбик с 2 накидами. Все, связали мы с вами раппорту. Здесь у нас получается узор точно такой же, только вот эти элементы, они располагаются в шахматном порядке. Вот это здесь галочка, здесь теперь. То есть все очень просто, всего лишь из 2 рядов. И здесь вот у нас уже раппорт состоит, то есть начало раппорта веерочек и заканчивается раппорт галочкой. Продолжаем вязать. Вяжем веерочек. 2 столбика с 2 накидами. Одна воздушная петелька. И в эту же вершину галочки провязываем 3 и 4 по счету столбики с 2 накидами. Заканчиваем вязать ряд. Я провязываю, здесь вот у нас петелька одна воздушная была, провязываю 1 столбик с 2 накидами, 1 воздушная петелька и сюда же провязываем 2 столбик с 2 накидами. Вот так вот у нас получается. И обращаю ваше внимание, я связала, как указано на схеме. На схеме указано, что здесь вяжется 5 воздушных петелек и 2 столбика с 1 накидом. А в конце ряда почему-то 2 столбика с 1 накидом. Мне кажется, здесь немножко ошибка в схеме. Я сейчас вам перевяжу вот этот ряд и покажу, каким образом я связала. Вот видите, здесь должно быть одинаково, а здесь идет разница. Начало вязания здесь связано не совсем правильно. Девочки, смотрите, я вот этот ряд перевязала, и вот смотрите, он как смотрится. Начало вязания и окончание вязания. Как я его изменила, вот эту схему. Провязываем 5 петелек цепочки. И в арочку цепочки из 1 воздушной петельки вяжем 1 столбик с 2 накидами. Заканчиваем ряд. 1 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петелька. И в эту же воздушную петельку провязываем 2 по счету столбик с 2 накидами. Я немножко изменила схему, ее поправила. Давайте сейчас я вам покажу, каким образом связать 2 ряд, если вязать его по кругу. Распускаю вот этот элемент, галочку, и после вот этого веерочка мы сразу же с вами, здесь у нас должно быть 3 воздушных петельки, но у нас здесь 1. Здесь вот если вязать по кругу, должно быть 4 петельки подъема и плюс 3, значит должно быть всего связано 7. Смотрите, 4 петельки воздушных для столбика, 3 петельки это вот согласно узору. Набираете цепочку из 7 воздушных петелек и потом только вот сюда вяжете столбик. Ну, так как
Мы вяжем прямыми обратными рядами, то есть я покажу принцип соединения. Вот таким образом соединяете. Тоже соединительным полустолбиком без накида, и все. И вяжете далее же узор. Приступаете к вязанию уже следующего ряда. Узор можно также вязать по кругу прямыми рядами и поворотными рядами. Здесь платье связано по кругу прямыми рядами. То есть поворотными не обязательно вязать. Связали мы с вами 2 ряда узора, и вот этот второй ряд — это ряд начала раппорта. Высоту первый ряд, раппорта высоту — это второй ряд. Сейчас мы с вами свяжем третий ряд. На схеме это 4-й ряд. И 4-й ряд по схеме, либо вот 3-й, это окончание вязания раппорта, одного раппорта в высоту. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону. Это будет у нас лицевая сторона узора. И в арочку цепочки из 1 воздушной петельки привязываю 2 столбика с 2 накидами. Всего связано 3 столбика с 2 накидами. В арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем галочку. Галочка — это у нас 1 столбик с 2 накидами, 1 воздушная петель, так, 3 воздушных петельки, и в эту же вершину веерочка провязываем 2 по счету столбик с 2 накидами. В арочку цепочки из 3 воздушных петелек вяжем веерок. Веерок у нас состоит из 2 столбиков с 2 накидами, 1 воздушная петелька, и в это же основание вершину вяжем 3-й и 4-й столбик с 2 накидами. В арочку веерочка провязываем галочку. Галочка — это у нас 1 столбик с 2 накидами, 3 воздушных петельки, и в эту же вершину веерочка мы провязали 2 по счету столбик с 2 накидами. Продолжаем вязать ряд, заканчиваем вязание. У нас по счету 3-й ряд, на схеме это 4-й ряд. Мы провязываем вот в это окошечко 2 столбика с 2 накидами, 1 воздушная петелька, и в это же окошечко провязываем 3-й по счету столбик с 2 накидами. Все, смотрите, связали мы с вами 3 ряда узора. Со 2 по 3 ряд мы вяжем, это у нас раппорт в высоту. Хочу вам показать поближе, каким образом смотрится узор с лицевой стороны и с изнаночной стороны. Если вязать узор только по лицевой стороне, по кругу прямыми рядами, то узор будет смотреться гораздо симпатичнее. Таким образом, камера не передает, конечно, вот всю гамму красок пряжи. Немножко идет искажение цвета. Даже, наверное, не немножко, а сильно. Как-то камера всегда цвет бирюзы плохо схватывает. Вот таким образом выглядит узор. Далее мы вяжем, это у нас будет по счету 4-й ряд.
4-й ряд вяжем мы по принципу вязания 2-го ряда, 5-й ряд по принципу вязания 3-го ряда и так далее. Этот раппорт, начиная со 2 по 3 ряд, он все время повторяется, пока не довяжете узор до нужной вам длины. Также я вам обещала рассказать, каким образом расширить вот это полотно, подол платья, юбку, и для того, чтобы у нас юбка смотрелась гораздо пышнее. Для этого можно поменять размер крючка. Допустим, вот у меня крючок номер 2. Дальше можно продолжить вязать узор крючком номер 2,25. Скорее всего, у меня его нет. Так, вот, девочки, вяжете, значит, 2,25. Потом можно поменять на крючок 2,5. Ну и в крайнем случае, если вам... А вот у меня крючок номер 2,25 нашелся. Посмотрите, вот таким образом вы вяжете, вот таким образом крючки меняете. Можно даже начать еще поменьше, чем 2. Перейти на двоечку, потом переходите на крючок 2,25, 2,5. Дальше есть крючок 2,75. У меня его нет, но он бывает. И номер 3 вот у меня есть еще. Ну, 3,5 здесь, наверное, не пригодится такой размер крючка. Когда вы выполните смену крючка и измените номер, плавненько меняете, то у вас вот это вязаное полотно будет постепенно расширяться. Плавненько нужно делать расширение через несколько сантиметров. Вот. И у вас за счет этого, этой хитрости, тонкости вязания, техники, изменится вот ширина вот этого полотна. И также можно расширить подол юбки еще, знаете, каким способом? Допустим, добавить количество воздушных петель в элементы узора. Здесь мы с вами вязали галочку, у нас между столбиками было связано 3 воздушных петельки, а вы можете начать вязание, не провязывая здесь не 3, а, допустим, 1 воздушную петельку, либо 2 воздушных петельки, и плавненько, постепенно добавлять количество петель. Допустим, начали вязать первый ряд и провязали 1 воздушную петельку. Допустим, через 5, 7, 10 сантиметров, наверное, через 5 лучше, 5-7, добавляете петельку, вместо, допустим, 1 вяжете дальше несколько сантиметров, узор будет у вас 2 петельки. Через несколько сантиметров добавляете количество петель, у вас будет вот здесь 3 петельки, потом 4 петельки. Можно, наверное, даже 5 попробовать связать. Вот здесь вы меняете узор, тем самым расширяете его за счет добавления воздушных петелек между вот этими столбиками и сменой крючка. Добавляетесь хорошее такое расширение подола юбки узора. И также здесь можно, допустим, вот здесь вот этот элемент, веерочек, вязать без 1 воздушной петельки. Потом плавненько добавляете петельку 1 воздушную, потом 2, 3 и так далее. И у вас будет очень красивый подол платья с плавным расширением. Вот если бы я вязала, то я могла бы вот изменить узор и технику вязания вот таким образом. То есть здесь 2 варианта я вам сейчас рассказала. И давайте сразу же с вами измерим образец. У меня было набрано 21 воздушная петелька. Это 6 сантиметров. Связали мы с вами 3 ряда по схеме. Это примерно 3 сантиметра. 6 на 3 прямоугольник.
Пряжа также прекрасно подойдет для вязания спицами. Очень прекрасные вещи можно связать, красивые, великолепные. И подходит для вязания крючком. Можно связать красивый жакет и кардиган из этой пряжи. Diva Ombre Batik. Silk эффект. Я надеюсь, вам мастер-класс пригодится. Как вязать узор мы с вами разобрали. Каким образом высчитать раппорт мы с вами разобрали. Как вяжется узор прямыми обратными рядами и по кругу тоже с вами разобрали. И размеры с контрольного связанного образца мы с вами сделали. Надеюсь, я вам все понятно объяснила и также рассказала принцип вязания этого платья. Давайте все-таки с вами свяжем 4-й ряд. Я его буду вязать по схеме. Это у нас 3-й ряд узора. Там, где мы с вами обнаружили ошибочку. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону. И в арочку цепочки из 1 петельки провязываю 1 столбик с 2 накидами. Провязала. 2 накида на крючок. Вершину галочки провязываем 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. 1 воздушная петелька. И в эту же вершину галочки мы с вами вяжем по счету 3 и 4 столбик с 2 накидами. Два накида на крючок. В арочку цепочки из 1 воздушной петельки провязываем галочку. Галочка — это у нас 1 столбик с 2 накидами. 1, 2, 3 воздушных петельки. И в эту же вершину веерочка провязываем 2 по счету столбик с 2 накидами. Связали галочку. Далее мы вяжем веерок. Веерок у нас состоит из 4 столбиков с 2 накидами. Я провязываю 1 и 2 столбик с 2 накидами. 1 воздушная петелька. И в эту же вершину галочки провязываем 3 и 4 столбик с 2 накидами. И заканчиваем вязать ряд. Провязываю галочку. Это у нас 1 столбик с 2 накидами, 1 воздушная петелька и 2 столбик с 2 накидами. Если вязать по кругу, то здесь у вас должно быть не 5 петелек подъема, а 7. Имейте в виду, вместо 5 вяжите цепочку из 7 воздушных петелек. Вот посмотрите, какой красивый узор получается. Вяжется очень-очень легко, просто и быстро. Ничего здесь особого запоминать не надо. Задействовано всего 2 элемента узора. Это галочка и веерочек. И они вяжутся в шахматном порядке. Посмотрите, как все легко запоминается этот узор. Как он быстро вяжется и как он красиво смотрится. Камера плохо передает цвет бирюзы. Вот с чем это связано, я, конечно, в этом не могу этого понять. Вот он не фокусирует даже. Фокус не берет. Так вот, это у нас изнаночная сторона узора и лицевая сторона. Так, сразу же вам хочу сделать обзор пряжи. Смотрите, она каким образом состоит из 4 нитей. Это микрофибра акрил. Пряжа с эффектом шелковистости. Она мягкая и будет прекрасно смотреться в этом узоре. Также этим узором можно связать красивый летний жакет или летний жилет-кардиган.
либо кофточку. С вами была Елена Ермина. Я с вами не прощаюсь и жду вас завтра на моем канале. Всем пока-пока. До новых встреч.